Ну что, там идет кто-то? Не идет. Идет. Присаживайтесь. Это сюда. Как зовут вас? Виталий. А можно полностью? Романченко Виталий Витальевич. Вы воевать очень хотели? Я вообще не хотел воевать. А почему пошли? Погнали. Погнали? Ну, да. Так как-то говорите неуважительно, погнали. Ну, Гонят стадо овец каких-нибудь, Ну, оно баранов. почти так и произошло. Почти так и произошло. Назовите фамилию, имя, отчество. Романченко Виталий Витальевич. Дата рождения. 15.10.81. Воинская часть. 129-й полк ДНР. ДНР. 129-й полк ДНР. Ну да, Звание, должность ваша? рядовой стрелок. Слушайте, вопрос из Работает, чата, пока не забыл. Просто телефон садится, хочу поставить на заряд. Почему ДНРовские пенсионеры не отказываются от украинских пенсий? Почему? Потому что выгодно им эти пенсии получать. Ну вот же ж как бы диссонанс получается. Получается. Вроде как эти самые нацисты. Ну, когда платят деньги, то все Уже это... не нацисты. Уже не нацисты, да. Понятно. Вы к кому в плен попали? Не представились они мне. А, понял. Это отдельная история. Все, А у вас сколько паспортов? Один украинский. украинский. Ну, Украинский. ладно, хорошо. А почему не получили тот? Начал получать, потому что принудили. Не получишь ни карточку зарплатную, ничего не оформишь на себя. Сдал документы в ноябре месяце. Вот в марте должен был получить. Ну, в марте уже. Так долго? Это какой паспорт? ДНРовский? Да, Так долго да, делать? да. 3 месяца? Ну, вообще он должен, говорят, что должен делаться 3-4 месяца, но на самом деле и по полгода бывает и больше. Ну, так что ДНРовский я не получил. Сам. А как вас мобилизировали? Как? Приехали на машине с военкомата, я так понимаю, вручили повестку и сразу, что в машину ее затянули. Угу. При Украине кем работали? При Украине я работал в милиции в Мариуполе. О, угу. Да. Встречали, наверное, с радостью вот этих освободителей, так называемых. Я при Украине работал, в 2012 году ушел оттуда. А, в 12-м уже ушли? Да. Понял. Не, ну я просто видел видео с некоторых райотделов, там где Ну, понятно. одни ушли, другие радостно встречали, такое. По-разному там было тоже, наверное, или нет? Я не знаю, я с 2012 года, с 13 вернее, всякую связь с Мариуполем потерял и больше там не был ни одного дня. Я понял. Ну, вы где жили, в каком городе? В Новоазовске, где я родился. Так. А мобилизировали вас оттуда? С Новоазовска. С Новоазовска. И чем вы занимались потом? Ну, С 14 года уже? С 14 с 12 года я с милиции ушел в заповедник работать. Вот. Угу. Работал там год, а потом устроился сторожем. И все. И все, и до последнего дня. Понял. Ну, я просто хотел спросить, как вам больше нравилась жизнь, там вообще социальное обеспечение и в принципе все то, что происходило вокруг вас при Украине или потом после 14 года? По поводу социального обеспечения сам себя обеспечивал. Вот. То, что не платили пенсии где-то с августа 2014 месяца по октябрь, по апрель 15 нашим пенсионерам. Вот. Вообще ни с Украины, ни местные не платили ничего. Ну, так вот, как оно может все это нравится. Да, А в никак не милиции может вы быть. кем работали? В службе охраны, в державной службе охраны. Державная служба охраны. Расскажите, когда вы попали в плен? 23 июня. 4 месяца вы воевали. Ну, воевали. Ну, воевали. Ну, Неплохо. Расскажите, что вы навоевали. Досягнення. да я перед собой никаких досягнений не ставил, чтобы получить. Как я мог воевать, если мне силы притащили? Во-первых, с 27 февраля по 1 июня мы стояли на блокпостах. 1 июня нас перекинули в Запорожской области, вот под Волноваху. Под Волноваху, там Великая Новоселовка, в те края. У вас уже были обстрелы до этого? Ну, первый обстрел был 5, что я под него, как бы сказать, попал 5 июня. Кто-то был ранен, убит? Никто ранен убит не был, но паники было много.
И дальше что было? Ну, и потом 6 числа был обстрел. Когда первый раз кого-то убили? На моей памяти с моего подразделения, взвода, на момент, когда я попал в плен, никого еще не убили. А раненые были? Не было. Вообще какой-то. Сколько у вас подразделения человек? Нас 20 человек было, нас выставили в посадку. Вот. Ну, стояли мы в посадке 20 человек. Мгм. И тогда последний день, вот, который был плен. Опишите его. Там, проснулся, пошли туда, делали то. Ну, я попал в плен, как бы сказать, то ли по своей неаккуратности, или по глупости, или по не знаю как. На наших пришли? Я просто задремал на солнце посадка. Дождь был, я помню, 20 до 21 июня, что мы попромокали, ну, в окопах Да. там что. Ну, вот, вышел, под беревину сел, задремал, вот, все. Проснулся плен? Ну, Как не это проснулся плен, задремал, сзади накинулись, чем-то ударили по морде. Ну и потянули по посадке, все, машину закинули. Какие-то шпионы. Ну, шпион. А ваши где были? Сослуживцы. Я был на краю нашей позиции, ну, метрах, может. А, вы охраняли вашу позицию? Я не охранял. Я выдвинулся дальше, чем пост наш стоял. А. Просто посидеть, ну, на солнце. Ну, А, всё. да, понял, погреться. И задремали. Ну да, под деревом после дождя. Понятно. Какая-то такая, даже сценарий для фильма не подойдет. Обычно рассказывают там. Мне говорят, что это Роберт Дауни младший, ну, железный человек, который А, попал в плен. Позывной у вас какой? Никакого позывного. Мы не получали позывные. всего спецназа есть позывной. Спецназа, может, и есть. Сколько раз стреляли с автомата? В Запорожской области на полигоне часто стреляли. Тут ни разу не стреляли. Окей, третий раз задают вопрос, или 100-й раз вопрос из чата. После призыва, почему не развернул автомат против россиян? В украинцев стрелять можно, а в россиян нет? Но я дело в том, что в украинцев не стрелял. Вот. Я с 21 числа только попал, ну, как бы сказать, более-менее близко к боевым действиям зоны. Ну, вот такие ответы и будут на все подобные вопросы. Стоит ли на это тратить время, я не уверен. А как вас мобилизировали? Или вы рассказали? Ну, я сказал, как 23 числа. Не, как сам процесс. Я 23 числа приехала машина с военкомата. Ну, я так понимаю, с военкомата, 2 военных не было. Показали повестку, сказали собираться. Ну все, собрался, приехал в военкомат. Сверили данные, закрыли в актовом зале. Нас там человек потом 150 набралось, посадили в автобус и повезли в военную часть. Вот вся мобилизация. Я хотел спросить, вот вы украинец или россиянин? Я украинец по фамилии, по крови, по А почему паспорту. пошли воевать за Россию? Я не пошел воевать за Россию, меня потащили воевать за Россию. Это нормально, скажите, пожалуйста? Нет. Вы считаете, что Донбасс находится в оккупации в России? Ну да, сейчас понимаю, что это так оно и Хорошо, есть. ну, хорошо же у вас логическая проходит эта нить, то можно уже особо не допытываться. Что если вы, потому что некоторые как бы понимают, что их потащили и принудительно мобилизировали, но отказываются понимать, что Донбасс находится в оккупации в России. И здесь как бы приходится выяснять. Я вашей жене Да, мы сбрасываю. отправляем просто в чаты вам, вашим родственникам фотки, чтобы они понимали, что это реально вы. И я просто в шоке, насколько быстро прокручивается чат наш сейчас в онлайне. Да, там не хватает, короче, критика. Критик, ты где? Фаина, ты где? Да нет, так тут нормальные все это самое. Не, тут боты. все отправлено. Тут так вот боты, да, ну на проверку отправлено. Не знаю, наверное, не будет видно. Тупо боты, смотри, пошли боты. Давай, давай, ботяры, давай, налегай. Нет, так это не человеки. Да кишо, какая разница? Они все равно толкают комментами видос. Чтобы он в топчик зашел. Я надеюсь, завтра где-нибудь в тренде будет. А как? Надо же как-то ж помогать развивать. Вот. Боты, давай, давай. Поднажми еще немного. Так, Поднажми. мы, короче, пробуем звонить, она все видит, читает, но я не могу понять, что происходит. Привіт з Волині, привіт. Она сбрасывает. Если Это сбрасывает, значит... 7822 крайний номер. Ну, вот этот номер.
Романенко, причем не Романенко. Не, ну это я так написал. Я понял. Номер. У него пленные под Я аббревиатурой понял. ПЛ. И поверьте, такой большой телефонной книги мало у кого можно найти. Они все еще пишут. Алло, Здравствуйте. здравствуйте. Вы Вы с- мне звонили? Да, вы сестра этого человека? Привет. Наверное, да. Да. Ну, все, наверное. Вы не да. уверены, да? Вера, привет. Привет. Дома нормально все? Как сказать? Что случилось? Ну что случилось? Ничего, нормально. Всі живі? Да? Ты скажи точно. Да, Ну все, я в плену. только что ездила к вам за рулем на машине, проведывала. Там нормально все? Да, где ты есть В вообще? плену, в Украине, в плену. Все, скажи дома, что нормально, что я в плену. Все в порядке. Я поняла, Ну, я поняла. ну. Дальше что? А что дальше? Ну, уже будем ждать, что она решится. Не, не ждать. Ну, вообще, тут Надо обращаться к вашим Не местным. такое чувство, что ты не в Украине. Что там все на русском разговаривают? Вера, мы в Украине в плену, ты понимаешь или нет? Прикольно. Доброго дня, вітаю вас. Доброго, доброго. Як ваші Всього справи? треба. Прикольно. Теперь верю. Слава Україні! Слава. Ладно, ты скажи, дома порядок? Да, коровы твои все живы. Так при чем коровы, родители? Нормально. Ты скажи, правда, нормально? Чому ви така знервована, скажіть? Я не знервована. Я- Я свого брата не бачила 4 місяці. Ладно, успокойся, Ну, скажи, так, ще б 4 не побачили, якби ми не дали зателефонувати. Вера, скажи родителям, хай з корови не таскаються, хай продають, якщо їм важко. Розберемося, що делать, коли я явлюсь, якщо я явлюсь. Буде нормально все, понимаешь? Все. О, Щоб вони не Что такое? тягали. Ты постарел лет на 10. Ну, що ти зробиш, не на курорті. Ладно, нормально все. Все. Что нам дальше делать? Расскажи. Що делать дальше? звертатися до В воєнкомат обращайся, или там, скажи, що так і сяк. Уже приходили. Що сказали? Понятно. до Пеніса Душиліна звертайтесь. Вера, короче, скажи, что я живый, здоровый, все в порядке, А понимаешь? что, сказали, что он убит? Или что? Почти. Ну, скажи, Я что... просто видел, что вы головой кивали. Вера, звони, скажи Почти бегом уб- родителям, почти что живый, убит. здоровый, все в порядке. Все, я поняла. Все, давай, хай Всё, сейчас, я- послухай, хай сейчас Саша набере їх і приміни, щоб я почув. Быстро набирай. Кого, что я не... Привет. Привет, Марія. Вы меня в могилу все сведете. Успокойся. Ну что ты сделаешь? Смотри сейчас. Сейчас, спокойно. Ой, блядь. Ми, до речі, в прямому ефірі можете подивитися. Это сейчас. Мне очень хочется. Та ладно, давай, звони. Ми- Так, вы кому звоните? Мне тоже. Родителям, она сейчас, племянница перезвонит, что живой, здоровый. Ты понимаешь, что мама может давление сейчас подскочить? Вера, я живой, здоровый, что давление может быть, все нормально. Сейчас. А, она А что она голос. трубку не берет? А, это конференц-связь? Да нет. Так мы бы сами набрали, в чем проблема? Напишите номер, мы сейчас наберем туда сами. Ну, у нее нет WhatsApp. У нее обычный кнопочный телефон. Так мы вам на Мы обычный, на что же обычный нам? кнопочный. Я Можно помню номер. А вдруг она не возьме? А вот не берут ни один, ни другая. Сейчас деду звонит. Заблокировано все. У тебя что, денег нет? Ладно. Что сказали с Бабушка. военкомата? Заблокировано все. Покажете стрим маме или кому там у нас на канале, вы же, наверное, знаете наш канал. Короче, не это знаете. самое. Бежи, хай Саша бежит или Маша и кажет, что все нормально, понимаешь? Золкин моя фамилия, канал у меня также называется. Вот возьмите, найдите в Да ютубе я и ссылку покажете. бросил. А, все, Прям ссылку уже, все. Я думаю, сейчас найдет. Все, давай. То не по телевизору, Пока. то в ютубе. Что так? Удачи. Что такое? Ты дозвонилась или нет? Нет. Ну, отправляй, хай бежит туда и рассказывает Да, все. конечно, темно на
улице, отправляй. Когда темно? Скажи, я сейчас слышу. Давай, Я давай. сейчас сама съезжу на машине. Давай, все, давай. Ладно, успокойся. Все нормально, пока. О, все. Блин, если бы эти все боты поставили нам по лайку или по дизлайку, уже точно в трендах были бы, прямо онлайн. Такое количество Тот, кто полетело. отправил ботов, поставьте все лайки. Да. Тот, кто отправляет ботов, скажите, пусть ставят лайки, дизлайки, комментарии. Только ж, ну зачем вот эти одноманитные такие, да? Однообразные. Однообразные зачем? Надо что-то писать. Так, Проявите креативность какую-то, творческий подход в конце концов. Ну что вы? довольны? Доволен. Тем, что позвонил. Ну, что Передайте что-то своим мобилизирующимся. Что им делать? Думать головами. И все, самое главное. А там уже что они себе надумают. Ага. Я бы им посоветовал в Украину текать любыми способами. Или это невозможно? Ну, это не особо возможно. Почему? Там что, стоят заградотряды? Да, там стоят... Как? Вы имеете в виду сейчас, чтобы текали в Украину? Да. А Каким что? образом? Не знаю, взял и пошел по полю. Ну, по полю. Как по полю? Милиция, полиция, комендатура, пограничники, все службы. Как они пройдут по полю? Ну, сейчас уже, наверное, да. А там, где будет идти, это будет линия соприкосновения. И там. Так у вас, они, я так понял, сил больше тратят на то, чтобы вас сдержать, чтобы вы оттуда не сбежали, чем это самое. Ну, это, в общем-то, и неплохо, с одной стороны. Да. А с другой стороны, если они такие хорошие ребята, что же оттуда бежать все собирают? Ну, что же оттуда все бегут? Как относитесь к власти так называемых ДНР? Как я могу относиться к той власти, которая меня погнала, вот, из-за которых я здесь оказался? Согласен, логично. Ну, всё. А там говорили, коровы ваши, у вас хозяйство какое-то? Там небольшое хозяйство, там так, в селе какое хозяйство может быть там. Не, ну так это Корова, хорошо. это 3-4 там головы, видите. ну, Наш человек, хозяйственный. Так, ну, Все, по побежали? сути, да. Да, как да, бы, да, да, да. да. Нема часу. Ой, сейчас, да. все, камера не работает. Камера очень даже работает. Понял. А что вы хотели от себя добавить? Если камеру выключили, добавлю для интереса. Не, ну мы не можем сейчас ничего Так, а выключить. что- что вы хотели Если такого что-то это рассказать? секретное что-то, То расскажите уже. Ну Ну, как я могу рассказать? заинтриговали взяли. Ладно, мы вам потом, мы зайдем, потом расскажете нам, может, еще.